Добрый день, мои дорогие друзья! Вы на канале Астрология доступна каждому. Меня зовут Оксана Семенович, я автор, ведущий этого канала, я ведический астролог. И сегодня у нас с вами прогноз на февраль 2026 года для Близнецов. Мои дорогие друзья, если вы смотрите прогнозы на этом канале в первый раз, то я прошу вас обратить внимание на то, что я ведический астролог, и все прогнозы здесь публикую по ведической астрологии, а не по месяцу рождения. И вы тоже можете смотреть этот прогноз, все равно он для всех будет работать, только нужно правильно смотреть. Я рекомендую смотреть этот прогноз по восходящему знаку либо асценденту в ведической астрологии, если вы знаете точное время своего рождения. Если вы не знаете точное время своего рождения, то в таком случае лучше всего смотреть прогнозы по знаку Луны. Как узнать точно свой восходящий знак либо асцендент, а также знак Луны, я рассказывала в видеоинструкции, ссылка на которую сейчас появится в правом верхнем углу. Пройдите, пожалуйста, по ссылке, постройте свой гороскоп, посмотрите, какой у вас восходящий знак, какой знак зодиака Луны, и поверьте, если вы будете смотреть правильно по знаку зодиака своему, а не какому-то придуманному условному знаку, то все у вас будет хорошо работать. По крайней мере, у ведических астрологов, если вы будете смотреть прогнозы, то они у вас должны хорошо работать. Эта же ссылка будет в описании в комментариях к этому видео. И в описании в комментариях к этому видео будет ссылка на мой сайт, где можно записаться на курс по ведической астрологии, на обучение по ведической астрологии, либо на составление личного гороскопа. И теперь давайте говорить о том, что же ожидает близнецов в феврале 2026 года. Февраль важненький такой месяц на самом деле, и для вас он, можно сказать, даже улучшающий. Значит, начнется февраль со 2 числа с полнолуния, которое будет в вашем втором доме гороскопа. Полнолуние во втором доме гороскопа — это период прояснения чего-то, завершения чего-то, особенно вот того, что вы не знали, долго ждали, когда оно разрешится, когда там вам пришлют какой-то запрос, когда вам ответят, когда какая-то процедура будет пройдена. Такие результаты могут быть, помимо этого, окончание каких-то выплат. Может быть, вы там долго за какую-то вещь платите, окончание каких-то выплат. Либо вы получаете какие-то выплаты, и вам эти выплаты уже окончательно выплатили. В некоторых случаях полнолуние во втором доме гороскопа может означать увольнение с работы, потому что второй дом — это дом денег, дом наших источников дохода. Перемены у родителей, окончание какого-то этапа в жизни родителей, перемены в диете, в каких-то вопросах, связанных с питанием, с диетой, то есть с вашим образом жизни в том числе. И я напомню, что вторая половина января для вас — это период, когда большинство планет находится в вашем, то есть мигрировало в ваш восьмой дом гороскопа, дом кризисов, дом стрессов, дом тайн, дом чужих денег, дом такой своеобразной изоляции. И поэтому для вас февраль — это глоток свежего воздуха, хоть там в январе не очень длительные эти транзиты, но все равно февраль улучшающий, облегчающий, дающий какую-то надежду, дающий какое-то улучшение, потому что вот эта вся компашка начнет перемещаться в 9-й дом гороскопа. С 3 февраля по 10 апреля в 9-й дом гороскопа, выйдя из 8-го дома кризисов, зайдет Меркурий, управитель всего вашего гороскопа, планета, отвечающая за ваше здоровье, за вашу самооценку, имидж, репутацию. То есть главная для вас планета выйдет из 8-го дома кризисов, рисков, стрессов и зайдет в дом удачи. И что удачно весьма еще, что эта планета по вашему дому удачи будет идти долго, до 10 апреля, потому что с 26 февраля по 20 марта Меркурий еще будет в вашем 9-м доме гороскопа ретроградить, то есть как бы растянет вот этот период транзита Меркурия по 9-му дому гороскопа. И это хорошо, потому что 9-й дом — это дом удачи, дом веры, философии, религии, нашего взгляда какого-то на жизнь, дом отца, учителя, руководителя. И в целом транзит Меркурия по 9-му дому гороскопа, он укрепляет ваше здоровье, вашу личность, репутацию, укрепляет то место, где вы живете, тоже, может быть, какие-то дела, связанные с недвижимостью, транспортом, тоже укрепляет. И
Значит, что может быть во время этого транзита Меркурия по 9 дому гороскопа? Много разговоров, переговоров с отцом, учителем, руководителем, с вышестоящими органами власти, с адвокатами, с нотариусами, обращение в какие-то суды, в какие-то духовные инстанции, обращение в зарубежные органы, то есть в зарубежные страны точно так же. Выяснять информацию про то, как поступить в институт, поиск, может быть, института, про то, как эмигрировать, про то, как ну, может быть, изучать какие-то законы в том числе, да, 9 дом это еще и дом законов, изучать какие-то законы, изучать какие-то религии, в том числе другие культуры, может быть, выбирать тоже для себя что-то, что вы хотите там какую-то религию поменять. Помимо этого, может быть, обращаться с запросами в госорганы, то есть много каких-то переговоров и общения у нас с госорганами, но и зарубежные поездки. 9 дом это дом зарубежных поездок, в том числе зарубежные поездки, поступление в институт, и все здесь по 9 дому гороскопа. Но поскольку Меркурий будет ретроградить, то могут быть откаты в каких-то договоренностях, связанных с отцом, учителем, руководителем, откаты, опять же, в процедурах, которые решаются в государственных органах, перемены каких-то решений и все в таком роде. С 5 февраля по 1 марта в ваш 9 дом гороскопа зайдет Венера. Венера в 9 доме гороскопа тоже создает хорошую, в принципе, неплохую комбинацию на успехи у детей, на успех в творчестве, на успех в учебе. Если вы учитесь, то может быть смена учебного заведения, смена факультета, на то, что вы можете ездить между странами, допустим, там на концерт поехать, на какую-то выставку поехать, на какой-то творческий вечер поехать и что-нибудь в этом роде. У тех, кто работает, у близнецов, может быть смена руководства, либо руководитель на время уходит в отпуск. И поскольку такие транзиты, то, может быть, вы там руководителя будете заменять, потому что очень много общения с руководителем. Помимо этого, это может быть смена учителя, смена репетитора, смена адвоката, смена какого-то ученого человека, с которым вы будете много взаимодействовать, потому что будет очень много взаимодействия с вот этим 9 домом гороскопа. Любовные переписки с иностранцами тоже могут быть, потому что тут и Венера, тут и Меркурий, 9 дом. Венера у нас еще 12 домом управляет. Ну и дистанция, разлука в отношениях с отцом, кстати, тоже может быть, не только с отцом, ну не только с учителем, с руководителем какие-то такие турбулентности, но и с отцом в том числе по транзиту Венеры. Но Венера в 9 доме, она хороша для того, чтобы налаживать отношения с отцом, учителем, руководителем, с представителями органов власти. С 13 февраля по 14 марта в ваш 9 дом гороскопа зайдет Солнце. Солнце в 9 доме гороскопа проясняет какие-то вопросы, связанные с госорганами, с процедурах там, с отцом, учителем, руководителем, адвокатом, нотариусом, с венчанием, крещением, то есть духовными процедурами, с философией, с религией. Солнце указывает напрямую на то, что вы можете подавать какие-то запросы, писать какие-то запросы в госорганы, подавать какие-то документы в госорганы, в суды, к адвокатам, к нотариусам, какой-то официальный запрос к учителю, официальный запрос к руководителю, официальный запрос может быть к отцу, опять же переписки с иностранцами точно так же. И ну, какие-то вопросы должны очень сильно решаться. Может быть, у вас будут запрашивать донесение каких-то документов или просто, что вы должны какие-то документы собрать, оформить. То есть такой немножко даже бюрократический период, я бы сказала, будет вторая половина февраля. Даже не вторая, а вот с начала февраля начинается какой-то период бюрократии, когда нужно будет много общаться с официальными какими-то лицами. И 17 февраля будет солнечное затмение в вашем 9 доме гороскопа. Как всегда, про затмение я снимаю отдельное видео. Мы подробно поговорим потом про градусы затмения, про символику затмения, потому что не всех очень сильно коснется, но затмение в 9 доме гороскопа это как раз, допустим, эмиграция. Это поступление в институт, окончание института, перемены у отца, смена руководства, какой-то процесс типа венчания, крещения, смены религии и так далее. Вот все, что может
активировать затмение в 9 доме гороскопа, но результат затмения обычно до полугода. И с 23 февраля по 2 апреля по 9 дому гороскопа пойдет Марс. Получается, что все остальные там у нас немножко рассосутся, но Марс и Меркурий в 9 доме гороскопа будут дольше всех. Транзит Марса по 9 дому гороскопа — это прям еще больше указание на то, чтобы решать спорные вопросы через отца, учителя, руководителя, через адвокатов, через нотариусов, через судебные какие-то инстанции, решать какие-то спорные вопросы по недвижимости, решать спорные вопросы по тоже, может быть, по спортивным каким-то вашим, допустим, по абонементу какие-то у вас там непонятные, да, истории случились, купили абонемент, непонятно какие-то истории по абонементу. Это хорошая в целом комбинация Марса, потому что Марс создает денежную в первую очередь комбинацию здесь. То есть может быть даже добиться, каких-то выплат, каких-то денег, и могут быть спорные вопросы, подаваться на какие-то пособия, точно так же в госорганы, какие-то спорные вопросы по финансам, отстаивание интересов финансовых может быть. Но и назначение каких-то пособий тоже, знакомство с какими-то друзьями на учебе, как вхождение в какой-то коллектив людей. Но это такие люди, либо какие-то, может быть, там спортсмены, агенты по недвижимости, какие-нибудь рэперы, которые рэп читают или что-нибудь такое, речитатив. То есть какие-то люди активного образа жизни, люди какие-то предприимчивые, может быть, предприниматели, с которыми вы будете тусоваться. То есть если у вас есть бизнес, то это период, может быть, даже знакомства с такими же, как и вы, предприимчивыми людьми, налаживание каких-то контактов, но все через государственные органы, через государственные процедуры, через, может быть, официальные процедуры, через то, чтобы куда-то съездить, допустим, поехать на заграничную конференцию по бизнесу, что-то такое. Вот так, мои дорогие друзья, такой у нас с вами будет активный февраль, такой у нас с вами был прогноз на этот месяц. И я благодарю вас за поддержку этого канала в виде ваших лайков, комментариев, обратной связи. Ну а если вы еще не подписаны на этот канал, то, конечно же, приглашаю вас подписываться. И до новых встреч. Пока-пока.